Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм-канал. А фотографии, как правило, я всегда отправляю в Контакт и в Одноклассники. Можно посмотреть. А сегодня меня попросили разобрать узор по схеме. Схема достаточно хорошая, ее видно, несложная. И предлагаю посмотреть, а может быть и связать шаг вместе со мной. Сегодня у меня вот такая схема. Моя подписчица выслала мне схему в контакт и попросила разобрать. Эта схема шали, смотрится достаточно симпатично. Схема хорошая, и я решила ее попробовать. Делаем петлю на крючке и провязываем, прошу прощения, и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую петлю столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. И еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Самое начало. Делаем воздушную петлю. И еще 1, 2. 3 воздушные петельки. И еще 4 воздушные петельки. Разворачиваем вязание. И теперь в окошечко из воздушных петель наша задача провязать пышные столбики. Пышные столбики 1, 2 и свяжем 3. На схеме 4, но 4 это для очень тонких ниточек. Для наших слонимская пряжа прекрасно подойдет в 3 сложения пышный столбик. Провязали вместе, сделали 2 воздушные петельки. И получается у нас 4 пышных столбика. Основа нашего узора 1, 2, 3. Пышный столбик провязывается вместе. 2 воздушные петли между ними. И еще столбик 1 недовязанный, 2 недовязанный и 3. Вяжем все вместе, получаем пышный столбик. Так. 2 воздушные петельки, 1, 2, и еще пышный столбик, эту же арочку 1, 2, 3, провязали, воздушную петлю сделали и в основание 2 столбика столбик с одним накидом. Вот, наша основа связана. В самом начале, в самом конце, как указано по схеме, мы будем вязать 3 воздушные петли подъема, либо столбик с одним накидом. 3 воздушные петли подъема сделали, развернули вязание между столбиком и пышным столбиком, провязываем галочку столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Мы провязали галочку, как в самом начале. В следующем ряду мы будем вязать в этом месте пышные столбики. 1, 2, 3 воздушные петли. Вот мы с вами вяжем, смотрите, мы с вами вяжем 3 воздушные петли в центр, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида и 3 воздушные петли. 3 воздушные петли провязали. Смотрим, 1, 2, пышный столбик пропустили. 1, 2, 3. В это же место вкалывания столбик без накида. 1, 2, 3. И между пышным столбиком и просто столбиком вяжем галочку столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть в одном ряду у нас с вами будут пышные столбики, а в следующем у нас будет основа для пышных столбиков. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли и 1 петля узора. Разворачиваем вязание. Теперь нам нужно в эту арочку в самом начале и в самом конце провязать пышные столбики. По центру у нас просто идет галочка. Пышные столбики неизменно 4 штуки. Вяжутся одинаково. 2 воздушные петли между ними и еще 4, вернее даже 3. Так, пышных столбика. Провязали 4 пышных столбика. Теперь в самый центр, там где у нас вот
3 воздушные петельки по центру пышного столбика, вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Вот, мы с вами провязали столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. И завершаем вязание этого ряда пышные столбики, 4 штуки, между ними 2 воздушные петельки. То, что мы с вами уже знаем. Галочка по центру, и в конце провязываем 4 пышных столбика. Это то, что мы уже с вами вязали. Вот что у нас получается. Уже красиво. Мы уже видим основу, которая будет постоянно повторяться. Довязали 4 пышных столбика, сделали воздушную петельку, и вот у нас здесь 2 столбика, между вяжем столбик с одним накидом, как завершающий штрих. 1, 2, 3 воздушные петли подъема и 1 петля узор. Разворачиваем вязание. Теперь между первым столбиком и пышным вяжем галочку столбик с накидом, 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Как основа в следующем ряду мы будем вязать в этом треугольничке пышные столбики. 1, 2, 3. Теперь делаем повтор, то, что мы с вами уже и делали. 3 воздушные петли, 2 пышных столбика отделяем, по центру столбик без накида, 1, 2, 3, и столбик без накида, 1, 2, 3. В центре, там, где у нас с вами уже есть галочка, вот она, мы опять вяжем галочку. Точно так же, как вот она у нас идет на схеме. Вторая. Мы провязываем воздушные петельки, и вот этот ряд, вот он у нас идет. По центру вторая галочка. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. 2 пышных пропускаем, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2, 3. Между столбиком простым и пышным столбиком вяжем основу для будущих пышных столбиков. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, воздушная петля и завершающий столбик с накидом. Вот так вот вяжется абсолютно просто, на постоянном повторе. То есть наша задача сейчас провязать 1, 2, 3 воздушные петельки, и в первое, вернее, вот в это наше окошко мы провязываем пышные столбики. Вот смотрите, в эту галочку пышные столбики, потом галочка, пышные столбики, галочка, пышные столбики, галочка. То есть у нас уже получится пышные столбики, в центр галочка, пышные столбики, вот в этот треугольничек, галочка, пышные столбики. Вот такой простой узор. Раппорт узора всего 2 рядочка. Я думаю, что вы попробуйте. Я надеюсь, что девушка, которая просила разбор узора, тоже смотрит, и у нее все получится. Вот я провязала чуть больше. Получается хорошее расширение для шали, это очень важно. Красивые, если ниточки подобрать. Узор, с одной стороны, он ажурный, с другой стороны, за счет пышных столбиков он плотный. Я думаю, что он должен нам понравиться. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Предлагаю попробовать на любых остаточках связать образец, и тогда вы уже будете знать, нравится вам это или нет, будете вы вязать или нет. Обязательно пишите ВКонтакте, в Одноклассниках, на YouTube, Рутюбе в комментарии, нравится вам эта идея или нет. Подписываемся на YouTube, Рутюб, телеграм-канал, Яндекс.Дзен, и смотрим видео абсолютно бесплатно. Воздушную петельку, и вот у нас здесь 2 столбика, между вяжем столбик с одним накидом, как завершающий штрих. 1, 2, 3 воздушные петли подъема и 1 петля узор. Разворачиваем вязание.
Теперь между первым столбиком и пышным вяжем галочку. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки, и столбик с накидом. Как основа в следующем ряду мы будем вязать в этом треугольничке пышные столбики. 1, 2, 3. Теперь делаем повтор, то, что мы с вами уже и делали. 3 воздушные петли, 2 пышных столбика отделяем, по центру столбик без накида, 1, 2, 3, и столбик без накида, 1, 2, 3. В центре, там, где у нас с вами уже есть галочка, вот она, мы опять вяжем галочку. Точно так же, как вот она у нас идет на схеме. Вторая. Мы провязываем воздушные петельки, и вот этот ряд, вот он у нас идет. По центру вторая галочка. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, 2 пышных пропускаем, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2, 3. Между столбиком простым и пышным столбиком вяжем основу для будущих пышных столбиков. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, воздушная петля и завершающий столбик с накидом. Вот так вот вяжется абсолютно просто, на постоянном повторе. То есть наша задача сейчас провязать 1, 2, 3 воздушные петельки, и в первое, вернее, вот в это наше окошко мы провязываем пышные столбики. Вот смотрите, в эту галочку пышные столбики, потом галочка, пышные столбики, галочка, пышные столбики, галочка. То есть у нас уже получится пышные столбики, центр, галочка, пышные столбики, вот в этот треугольничек, галочка, пышные столбики. Вот такой простой узор.